Представители знака зодиака Дева. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Май 2024 года. Что скоро произойдет? Давайте зададим такой вопрос картам. Мы не будем предвосхищать события, мы не будем задавать заранее вопросы, как мы это делаем в наших традиционных видео. Мы просто достанем 4 карты и предоставим картам возможность рассказать нам, как они как раз видят для вашего знака зодиака развитие событий в мае месяце. Кто что, может быть, придет на ваш порог или что произойдет, что будет дальше. Кому интересно узнать поподробнее, вы можете перейти в инфобокс в описании под видео. Там я оставлю ссылку на свой сайт, статью точнее, гороскоп на май 2024 года. Для всех знаков зодиака прочитайте. Или видео, которые тоже на разные периоды жизни. И на начало мая тоже. Итак, первая карта. Что скоро произойдет? Мои дорогие девы. Май 2024 года. Для вашего знака зодиака. Как разовьются события мая? Или что будет для вас наиболее важным? По королеве жезлов это энергетика карты, когда мы принимаем какое-то важное решение, когда есть возможность взаимодействовать правильно в вашем ключе, как вы этого хотите, как вы видите обстоятельства с совершенно разными людьми. Что-то вы будете согласовывать, оформлять. По этой карте вы будете хранить молчание, никому о себе ничего не рассказывать. По этой карте это правильная позиция. Королева жезлов для решения вопросов финансов, денег. Очень перспективная карта, потому что есть в энергетике, что королева жезлов умеет правильно распределить. Может быть, какой-то финансовый вопрос у вас получится закрыть. Или наоборот, согласовать что-то с банком. Для кого-то может быть как эврика. Я теперь знаю, как я буду дальше действовать. Но для кого-то из вас конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец или имеет там асцендент. Что же скоро произойдет? Давайте раскроем немного эту карту. Каких событий это будет касаться? Что будет дальше? Но, повторюсь, сильная позиция. Правильный анализ того, что было и то, что есть на самом деле. Знаете, внутренне могут быть такие сомнения, когда вы сомневаетесь в проекте, или вы сомневаетесь в себе, или какая-то пауза у вас была. Может быть, и где-то в мае еще будет 4 чаш, какое-то состояние отчасти апатии, когда я не верю, что что-то произойдет, или я не верю, что осуществится мой проект. Может быть, длительное ожидание чего-то, или обстоятельства какого-то дела, они не меняются, а вы выжидаете. Давайте мы спросим, что же произойдет в конечном итоге. Но по рыцарю мечей это придется правильно оценить обстановку, для кого-то найти недостающую информацию. Может быть, ваше решение, вот как инсайт, с учетом королевы жезлов, как эврика, вам нужно будет согласовать это с законом конкретно или узнать, как в отношении вас работает закон. Это может быть приезд человека внезапный, или вам придется куда-то отправиться, чтобы в другой местности решать тоже какой-либо вопрос. Есть перемещение. Иногда по рыцарю мечей проходят такие люди, как бунтарь без причины. Вы можете столкнуться с человеком, с которыми либо сложно договориться, либо у него очень характер такой неуживчивый, и он вам может доказывать что-то свое. Давайте мы спросим, как совет, что нам скажут карты. Здесь, знаете, может быть, вы хотите как-то по-своему осуществить либо свой проект, либо видите по-своему, как нужно поступить в каком-то вопросе, но это не совсем находит отклик у людей других. Король мечей, правда, тут нужно, с одной стороны, подойти рационально и решить какой-то вопрос, с другой стороны, это может быть вопрос у кого-то буквально в суде или согласование в высоких инстанциях. И поэтому уважаем власть, уважаем иерархию. И не должно быть никаких эмоций. Эмоции не должны вам создать какой-то ошибочной картины, мои дорогие девы. И вот у нас сова изображена, это символ мудрости. Какие-то вопросы действительно могут становиться на паузу или замедляться словно, а временами ускоряться. И знаете, по этой карте вот есть выражение «правда ничего, кроме правды».
и вам, пожалуй, от этого придется оттолкнуться. Либо вы будете, обратитесь, например, к помощи адвокатов и юристов, как я должен поступить, чтобы правильно организовать какое-то дело или оформить какой-либо документ. Или это будут чиновники, или это ваша задумка получить новую должность. И здесь тоже нужно по какому-то узкому фарватеру, как по узкому коридору, мои дорогие девы. Ну, где-то даже бочком, но пройти, понимаете, не осложнив себе обстановку. Потому что будут, скорее всего, люди сложные вокруг вас. Но вы как будто призваны осуществить свой проект. Но методы вам придется из рационализма менять, быть более чувствительным к тому, что происходит вокруг вас. Или быть реалистом. Для кого-то это вопрос вашего здоровья. Нам не говорят, что мы заболели. Нет, но все же иногда по королю мечей не только юристы проходят, или люди, работающие с металлом, да, или мы говорим, пусть это будут врачи. Может быть, это стоматология, или есть какой-то вопрос, когда вы тоже хотите прояснить. Много значений по этой карте, как я говорила, в том числе и ваши честолюбивые планы, получить определенную должность. Но действовать нужно рационально, себе не навредить. И в то же время, чтобы это была какая-то четкость. Здесь не может быть догадок. Вот какой-то вопрос или какую-либо тему, которую вы себе задумали, нужно поступить рационально, либо себя подстраховать документально. Давайте мы идем дальше. Вот интересно, чего же это касается. Буду благодарна вашим комментариям. Рыцарь жезлов. Знаете, посмотрите, 2 жезловые карты. И скучать будет некогда в мае месяце. Это напор, это информация, это движение. Правда, следует куда-то либо отправиться. И мы не можем долго раздумывать по этой карте. Тут сами по себе как движение, как прогресс. И я как теперь знаю, как мне поступить. Но это больше энергия солнечная, активная, точно, как по Марсу, мои дорогие, решительная. Может быть, какая-то из ситуаций, которая была запутанная, теперь больше ясности в мае. И планетарно у нас действительно такой период, когда наступает возможность получить ту информацию, которая прежде была либо завуалирована, либо она зависела от многих обстоятельств. А вот здесь можно будет с чем-то определиться. Так вот, чего же это касается? Что произойдет по рыцарю жезлов? Вообще, это переезд или поездка какая-то. Старший аркан умеренности. То, что становилось на паузе. Оно может быть ускорено. С другой стороны, сами не ускоряйтесь. Составьте себе какой-то план по аркану умеренности. Нельзя торопиться. Именно нельзя торопиться. Пусть не в этой колоде, но прообраз этой карты– это исторический факт, который говорит о том, что нам помогают не ритм спешки, а как раз когда у нас хватает времени правильно оценить обстановку. И могут быть подсказки, ну, знаете, как не случайной случайности или даже какие-то предметы могут вас навести на мысль, которые окружают вас, или кем-то случайно оброненная фраза может быть вами продолжена, и вы примете какое-то важное решение. И несмотря на, может быть, турбулентность вокруг вас, мои дорогие девы, вам нужно оставаться в своем ритме. Давайте, что же произойдет? Потому что правильная оценка ситуации, обстановки для вас будет важна. И куда-то не торопиться. Сложить оружие, может быть, придется с кем-то не спорить. Вы можете не соглашаться, кстати, есть такой момент. Но и какой-то конфликт не должен быть расширен. Вот дистанция. Для кого-то из вас это будет просто карта говорить: возьми паузу, отступи полшага назад. Если ты видишь, что какую-либо историю ты не можешь сейчас продвинуть, решить, предоставь событиям в твоей жизни или в обстоятельствах вокруг вас развиваться самим по себе. Посмотри, как это происходит, а потом только вноси коррекцию. Нам уже сказали про турбулентность и про людей, которых мы не можем отменить. Мы не можем их изменить ни характер, ни обстоятельства нашей жизни. Поэтому где-то придется и отступить полшага назад. Давайте мы спросим, а почему, а что это? Давайте-ка карту совет.
Знаете как, по восьмерке мечей нам говорят «не мешай себе». Это карта, когда мы в себе сомневаемся, внутренние сомнения, страхи, когда мы думаем, что какое-то дело у нас не получится, или мы сомневаемся в человеке, по сути дела, обстоятельства жизни совершенно по-другому. Так вот, не устраивать себе глубокую философию, а быть реалистом, об этом говорит карта. Видимо, чего-то такого важного будет касаться май месяц, когда рационально видеть, что же происходит вокруг вас. И как и длительный период, когда вы можете как уйти в себя и начать вспоминать, что у меня не получилось сделать. Буквально по этой карте проходят такие подобные состояния, потому что внешняя какая-то обстановка не может быть решена быстро или конкретный вопрос. А карты две тогда нам говорят, что ты возьми вот эту паузу или отступи полшага назад и используй это время для того, чтобы отдохнуть или как перевести дух. Вот, может быть, май месяц будет для вас отчасти где-то получать ускорение, а что-то будет словно в паузе. Но, значит, это темп мая, когда мы его не можем изменить. Но скучать-то некогда. А может быть, вот такой вопрос, как по пажу мечей. Посмотрите, у нас паж, прекрасная девушка, которая проходит над пропастью по тонкой жердочке, на цыпочках. Знание сила, буквально нам говорит эта карта. И правда, собрать недостающую информацию, сделать что-то по закону или узнать, как работает в отношении вас закон. Для кого-то из вас обучение новому делу. Мы часто учимся по этой карте. Или когда мы рационально принимаем взвешенное решение и допускаем тот факт, что прежде мы в чем-то ошибались. Или видели, допустим, последующее развитие событий в одном ключе и уже предполагали, что будем действовать определенным образом, а в мае вам придется себя перестроить, мои дорогие, потому что ничего не остается, как вооружившись знаниями. Знание сила, буквально, это свет. И какой-то конкретикой, про конкретику, про логику, про рационализм вам говорит король мечей. Вот есть какой-то пункт в вашей жизни, когда знание вам буквально помогает пройти вот над этой пропастью. Но сделать это нужно филигранно, точно, красиво, аккуратно, балансируя. Сам по себе баланс совершенно необходим. Да, это может быть, кстати, как какое-то известие, что к вам приезжает человек. Или для кого-то из вас подобная ситуация, вопросы, связанные с детьми. Может быть, вы будете кому-то помогать из детей участвовать в их жизни. Давайте мы узнаем, что же это произойдет, как карты видят. Тут действительно какая-то семейная обстановка или возможность заработать денег, или это то, что касается вашей недвижимости, имущества, вопросы, связанные буквально с переездом. Ну, что бы тут ни было, прекрасно все заканчивается. Тут как раз какую-то лазейку, я сказала, по узкому коридору придется, может быть, и бочком пройти. Но у вас это получится. Если нужно уравновесить совершенно противоположные силы, мои дорогие, благодаря внутреннему балансу, у вас получится осуществить то, что вы хотите. Не достаю другую карту, потому что максимально что произойдет? Что-то вы решите. Именно все равно, даже не мытьем есть такая поговорка, так катанием. Но это в конечном итоге будет означать либо успех, либо то решение, которое вас устраивает. Давайте откроем четвертую карту. Для кого-то это будет связано действительно поездка, переезд или те планы ваши, когда прошлое не имеет значения. Может быть, это информация, которая заставит вас отправиться в путь. Для кого-то из вас это новое начинание, изучение новых наук или новая работа посредством интернет, или она будет связана с эфиром, да? Все-таки пространство существует по шестерке мечей, и это не только пространство буквально как километраж, но как эфир или способы работы через интернет. Есть еще и такой момент дистанция по времени. Может быть и какой-то вопрос, вот нам здесь сказали, не может быть решен быстро. И вы рационально поймете, что да, мне нужно просто какое-то дело продолжать. И я могу предположить, вы думали, вы решите это быстро, а вам придется, ну, с учетом обстоятельств, как-то скорректировать свой план на более длительный период времени. Или вот этот переезд, или поездку.
но тоже как-то или сроки пересмотреть, или для кого-то это может проиграться как все же я не могу это отрицать. Быстро куда-то поехать придется. Но в конечном итоге по шестерке мечей это всегда наши приложенные усилия, потому что самое главное значение – карта заслуженного успеха. И правильно оценить, что вокруг вас, какие у меня сейчас возможности, и сверить их со своими желаниями. Давайте мы узнаем, что же произойдет в конечном итоге. Поеду, не поеду, осуществлю я какой-то проект или нет, или то, что вы планировали. Но приложенные усилия, я думаю, для Девы нет ничего невозможного. Что же это? Правда получится. Не теряйте времени даром. Корректировать планы придется. Будь то это вопросы личной жизни, мои дорогие. У вас, правда, в мае месяце так вот планетарно неплохо складываются события, что если вы хотите встретить партнера, или вам надоел вот ваш сольный вариант для тех, кто один или одна, это можно осуществить в мае. Или как минимум начать менять свою жизнь, выйти в судьбе навстречу. Потому что по десятке пентаклей с учетом вот этого пажа мечей может состояться знакомство с человеком, который моложе вас. Или с человеком, который думает совершенно не так, как вы. И вы можете осуществить такое знакомство посредством того, или, посредством это, как знаете, может быть, судьба вот так вот вас сведет двоих, решая какие-то вопросы. И поначалу вам этот человек может не понравиться, потому что он как-то думает не так, как вы. Да, может быть, он и интересен чем-то, но вы больше любите надежность, логику. А тут человек в своих идеях, и он как-то видит обстоятельства дел совершенно по-другому. Но кто знает, вот у кого-то проиграется вот этот дуплет карт, как раз знакомство с человеком, когда это знакомство начинается с конфликта, или когда вы занимаетесь какими-то своими решениями вопросов, ищете информацию, ходите, может быть, по инстанциям, пытаясь решить свой вопрос, и тоже может состояться знакомство. И поначалу, опять же, эти эмоции где-то не вдохновляют. Тут какая-то может подойти как подсказка или его величество случай для того, чтобы изменить фарватер личной жизни. Все-таки десятка пентаклей отчасти это карта семьи или каких-то отношений, которые надежные. И, безусловно, для кого-то из вас, как я прежде говорила, это ситуация по работе, по заработкам или связанная с вашей семьей. Но так или иначе, благополучие само по себе на кону. И несмотря на то, что две карты мечевые, то есть нам где-то может что-то не нравится, или мы испытываем дискомфорт, а результат – десятка пентаклей и девятка пентаклей. Что произойдет? Значит, даже принять какую-то альтернативную точку зрения, от чего-то не отказаться, пройти вот так вот в узком коридоре. В конечном итоге это как карта самодостаточности, так карта и уверенности, благополучия и счастья или личных отношений. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.